Тайки the best. Тайские женщины лучшие в мире? Конечно, не во всем, но кое в чем 100 тысяч раз да. Самые лучшие азиатки. При общении с читателем возник вопрос: женщины какой страны Восточной Азии лучшие? Ну как бы что наш выбор азиатки, с этим все ясно. Но если хочется конкретики. И тут начинается полная вкусовщина по типу блондинки vs брюнетки. Тем более, когда под сравнение попадают целые народы. Ведь одним по душе зеленые, другим же по нраву теплые. Опять же, у любого народа есть множество особенностей, некоторые из которых вообще сложно принять. Однако сегодня мы в одной кастрюле все-таки смешаем теплое и зеленое. Ведь именно у тайских женщин есть черты характера, которые делают их идеальными. Правда, сразу уточню, вряд ли качества хороши для семейной жизни. Потому что именно эти особенности временами бесят и просто выносят мозг. Но во время отпуска в Таиланде мужчины точно будут счастливы. Я в этом уверен. Философия стороны улыбок. Можно бесконечно перечислять особенности менталитета тайских женщин, а потом вечность сравнивать их с филиппинками, вьетнамками, камбоджийками. Но есть нечто такое, в чем тайки реально впереди Азии всей. Именно это мы всей душой ощущаем с первого вздоха в стране свободно. Мы сходим из трапа самолета в Бангкоке или Пхукете, и на нас накатывает жаркая волна. Все заботы сметает безумная смесь ароматов специй и жареной еды, горячего влажного воздуха, гниющих фруктов и тропических цветов. Те, кто в Таиланде не впервые, тут же настраиваются на тайскую волну, которая отличает бывалых от новичков. А у кого-то открывается третий глаз, иногда уже в аэропорту. Эта волна называется Май Пен Рай, это не важно. Другими словами, это «я все решу, но не сейчас». Или «мне пофиг», или «беззаботность», если вам так больше по душе. Вообще же тайскую действительность поддерживают три столпа – Санук, Сабай, Суай – основа мировоззрения любого тайца. Санук – это веселье, радость, гармония. Сабай – счастье, расслабленность, удовольствие. Суай – красота, стремление ко всему красивому. Благодаря таким жизненным принципам тайцы стали народом, жизненная философия которого – тотальное стремление к жизни на расслабоне. И удовольствие, больше удовольствий. Однако окружающий нас мир не идеален, это понятно даже в Таиланде. Современного человека ждут проблемы, стресс, ожирение и необходимость сделать то, что мы не любим и даже ненавидим. Например, каждый день в 9:00 приползать в офис. И вот именно веселые тайки могут дать нам уроки позитива, особенно нам, рыцарям офисных кресел. Тайки принимают мир таким, каков он есть, не парятся о том, что не могут изменить, и в любой ситуации находят что-то хорошее. Тайки реально лучшие. Вопреки распространенному заблуждению, тайский бар-герл не в восторге от своей работы. Но раз карма вот такая, значит во всем нужно искать позитив. В любой ситуации стремиться к счастью, красоте, веселью. Красоту можно принести всевозможными украшательствами. И вот тайские офисы, жилье и бары превращаются в точные домики. Потому Суай в Таиланде на каждом шагу. Страна не только улыбок, но и цветов. Если сегодня есть деньги на тарелку том-ям, вечер уже сложился. Вот вам счастье. И как там? Каждому дню своя забота. Пусть день завтрашний о себе позаботится сам. И с вами будет Санук. А когда поели и выпили, к вам приходит прекрасное расслабление и Сабай. Собственно, тут мы видим воплощение хорошо знакомых нам слов. Богат не тот, у кого много, богат тот, у кому хватает. Описанная тайская неторопливая движуха является развитием буддийского «не парься по фигне» с продолжением «все в этом мире фигня». Тайцы во всем стремятся к комфорту и удовольствию. Если род занятий никак не позволяет устроиться с комфортом и создает одни проблемы, нафиг. Но если хоть как-то угнездиться получается, тайцы ловят свою волну. Вообще-то Таиланд стал столицей мировой ночной жизни именно потому, что простые радости не считаются грехом. Жизнь и так страдание, не стоит самим дополнительно ее усложнять. Ночная Паттайя – символ наслаждения этим миром. Живи так, как будто завтра уже не будет. Потому в Паттайе нет течения времени, есть только вечная ночь. Целый город погрузился в счастливое неведение Сабай. Удивительно, но многие барные тайки находят в своей работе немало приятного. И что самое главное, легко и беззаботно делятся позитивом с бледнолицами. Холодной тайской ночью никто не замерзнет. Конечно, есть и минусы. Тайки каждый день проживают как последний. Какое-то планирование и расчет – это точно не про них. В итоге тайские женщины прекрасны для отрыва на 2 недели, но совместная жизнь с ними покажется адом. Особенно это касается тех таек, которые вкусили порочную сладость ночной жизни. В Таиланде даже в еде появляется бездумное стремление к удовольствиям. Тайская кухня такая вкусная, в том числе и потому, что в каждом блюде в огромном количестве присутствует глутамат натрия и сахар.
И если вред глутамата не доказан, то сахар точно белая смерть. И каждый тайец за день потребляет сахар в немыслимых количествах. Потому в Таиланде диабет стал одной из главнейших проблем для здоровья. Что тебе в имени моем? Для Таиланда характерна традиция смены имени. Дело в том, что тайские родители придумывают для детей вычурные многосложные имена. Пользоваться ими невозможно, зато как красиво. Потому в ходу ники и прозвища, которые регулярно меняются. Ну, как у нас с интернет-никами, но уже почти официально. Вообще, подобная практика, в принципе, характерна для Азии. Кто помнит, что Джеки Чан на самом деле Чэнь Ганшен, что Брюс Ли это таки Ли Сяо Лун, а Джек Ма, основатель концерна Alibaba, Ма Юнь. Но если китайцы в качестве никнеймов любят европейские имена, то тайцы, особенно тайки, обожают красиво звучные европейские словечки, которые, по их мнению, символизируют счастье. Так у таек в качестве прозвища популярно слово шампань, шампанское. Ну пузырики же, к тому же обожаемые в Азии и Франции. Или типс, чаевые, обычное тайское прозвище. Хотя тут все понятно, неожиданно свалившиеся халявные деньги это всегда праздник. Но вне вся конкуренция имя Джой, радость. Тут и без расшифровки все понятно. В итоге чуть не половина барных таек гордо идут по жизни с именем Джой. Поучиться у тайки. Есть известная фраза «Не мы такие, это жизнь такая». Автор этих слов Альфред Крупп, глава концерна Фридрих Крупп АГ и по совместительству фюрер военной экономики гитлеровской Германии. Именно он организовал частные концентрационные лагеря, в которых за станками от истощения умерли сотни тысяч заключенных. Альфред Крупп с первых дней финансировал нацистов и всеми силами способствовал началу Второй мировой войны. Вообще же слова «не мы такие» – банальная попытка оправдать собственное скотство. Мы слышим это, когда люди подводят идеологическую основу под свои гнусные поступки и сволочной характер. Мол, в другой ситуации они вели бы себя иначе, но вот просто сейчас звезды так неудачно сложились. И вот тут есть чему поучиться у обычных барных таек, потому что они при своих не самых престижных занятиях умудряются оставаться нормальными людьми с позитивным мировоззрением. Мы славимся своим мрачным видом, ну типа жизнь у нас такая сложная, нам можно. Но когда ты приезжаешь в Таиланд и знакомишься с мировоззрением тайских баргерл, ты с удивлением обнаруживаешь, эти странные тайцы в любой ситуации умудряются смотреть на мир позитивно. В 2022 году во всемирном рейтинге счастья Таиланд занял 61 место. Для сравнения, Филиппины чуть выше, место 60, Вьетнам на позиции 77, Южная Корея 59, США на вполне логичном 16, на первом месте Финляндия, ах да, Россия на месте 80. Да и в доковидные времена, отчет 2017 года, Таиланд был на месте 32, а Россия на 49. Тайская волна. Несомненно, что фундамент тайского Санук Сабай Суайного мировоззрения заложил принц по имени Сиддхартха Гаутама Шакьямуни. У нас он более известен как Будда. Все-таки в Таиланде на каждом шагу чувствуешь, что местные жители искренне верят. Для них преклонять колени перед буддийским монахом не просто новомодная забава. Да и тайские монахи реально соблюдают свои обеты. Но в здании философии «Живем, не паримся» тайцы строили самостоятельно. Ведь если сравнивать индекс счастья Таиланде и в соседних странах Восточной Азии, позиции сходны. Но чувство всепоглощающей расслабленности ощущаешь только в стране тысячи улыбок. Кстати, ведь не зря Таиланд так называют. Справедливости ради, надо сказать, что особые черты и яркие названия есть у всех соседей по азиатскому континенту. Нам же точно есть над чем задуматься. Может быть даже сделать какие-то выводы. А для начала надо съездить к тайкам. Пандемии приходят и уходят, а тайки все проживают, каждую ночь как последние.